Раз, раз, два, три. Проверка микрофона. Сейчас вы слышите пример звучания китайского BM800 с AliExpress. Мягко говоря, звук не очень. Можно ли что-нибудь сделать? Да, можно, и сейчас мы это сделаем. Доброго времени всем, делаем качественный конденсаторный микрофон из китайских комплектующих. Нам понадобится сам BM800, 34 мм капсуль и немного деталек, чтобы собрать вот такой преамп. На самом деле можно немного сэкономить, если не покупать BM800. Итак, приступим к сборке. Схема, которую я хочу предложить, имеет самую широкую популярность в Рунете. И если вы о ней не слышали, значит вы никогда не интересовались микрофоностроением. Речь, конечно же, о схеме Фин от товарища под ником Павлунчик. Ссылки на форумы с описанием схемы и ее тщательным разбором я оставлю под этим видео. И советую обязательно их изучить. Понимание принципов – ключ к бескомпромиссно успешному первому запуску. Схема рассчитана на фантомное питание 48 вольт и хорошо согласуется с аудиокартами, но не с трансформаторными входами микшеров и предусилителей. Половина деталей выводные, другая SMD1206. К тому же имеются некоторые неудобства при сборке. Например, выводы гигаомных резисторов пересекаются с защитным диодом, и их нужно паять на разных уровнях. Плата изначально задумывалась двухсторонней, с земляным полигоном, что благоприятно сказалось бы на помехозащищенности. Но текстолит внезапно закончился и пришлось снова городить перемычки. Одна из них неочевидная, к катоду стабилитрона, который растянулся до каскада преобразователя напряжений. Электролиты можно уложить на плату, сэкономив немного вертикального габарита. Я не нашел в продаже резисторов на 3 гигаома, но нашел на 1 и включил по 2 последовательно. Также я не добавлял дросселей на входе, сам автор пишет, что они не обязательны. В целом соглашусь, трассировка корявенькая, и любой, кто захочет, сможет сделать лучше.
Для наладки схемы потребуется подобрать резистор, тот, что в самом верху платы, обозначенный как 1 мегаом. Его номинал должен быть таким, чтобы на третьем холодном контакте XLR было 20-21 вольта. У меня он получился 1,5 мегаома. Звук вы сейчас слышите, все необходимое ищите под видео. Всем успехов, всем пока.